isn't it? Oh, Jessica, you're spot on. Так сложилось, что порода выбрала меня, а не я выбирала породу, долго думала, какой породой я буду заниматься. Исторически сложилось так, что первой выставочной моей собакой оказался именно пудель. И это настолько увлекло, настолько увлекательный процесс в творчестве, что это затянуло на долгие годы. Я занимаюсь более 30 лет. Эта история началась с появления в моем доме первого выставочного пуделя. Собственно, этому я и обязана своим интересом к грумингу. Дальше мне повезло, в нашем городе открылся первый на тот момент салон, куда я пошла работать. И именно салону и салонному грумингу я обязана наработки своих техник и навыков в работе с разными ножницами, с разными типами шерсти, работе с разными породами собак. Именно в салоне приобретаешь те навыки, базовые навыки, которые необходимы в груминге, потому что в салоне основным приоритетом является это скорость исполнения и чистота. И нарабатывая эти навыки, как основные базовые, вы можете двигаться дальше. И мне стало интересно двигаться в другом направлении, более творческом, связанном с выставками собак. И я очень помню тот момент, свою первую выставку, на которую я пыталась готовить свою первую собаку. Это было непросто, потому что переходить от просто базовых знаний к каким-то творческим — это долгий процесс, который занимает не один год. И посещая выставки, я до сих пор учусь у других грумеров, наблюдаю какие-то, нахожу для себя новшества и применяю в своей профессиональной деятельности. Но на тот момент тогда мне казалось, что это что-то заоблачное, первая выставка, и мне казалось, что я никогда не смогу подготовить свою собаку, но шло время, и я нарабатывала навыки, оттачивала свое мастерство, училась, и теперь я могу готовить собаку на любую выставку, любого ранга, и собаки с моим грумингом смотрятся достойно. Если говорить о выставках, то, конечно, крупные чемпионаты, такие как чемпионат мира, чемпионат Европы, Крафт, Эконуба, на которые мне довелось участвовать. То есть это те выставки, которые несут, наверное, наибольшую ответственность для грумера, потому что конкуренция велика, и ты не можешь позволить себе вывести собаку с грумингом, который не соответствует уровню выставки. Поэтому, конечно, такие крупные чемпионаты, они запоминаются больше всего. Это не пришло в один день понимание того, что ты готов к крупным выставкам. То есть это наработки за долгие годы, когда ты начинаешь с самых маленьких выставок, тренируешься, пытаешься, смотришь фотографии, потом выискиваешь какие-то недочеты, исправляешь, потом снова. Это очень долгий процесс, то есть это не происходит в один день. И когда твои собаки в твоей стрижке выигрывают
на все более крупных выставках, ты тогда ставишь себе более высокие цели, поехать на какой-то крупный чемпионат, который действительно серьезное кинологическое мероприятие, и попробовать силы там. То есть это медленный, но верный путь. Наверное, будет речь не про чемпионат мира, а про чемпионат Европы, потому что это была первая крупная выставка, на которую я подстригла свою собаку и выставила ее сама. То есть я приняла это решение примерно, наверное, за полгода до этой выставки, и полгода к этому шла, стригла, смотрела, училась, исправляла и рискнула поехать на чемпионат Европы. Это был 2003 год, Братислава, и я первый раз в жизни стригла свою собаку сама на такой крупный чемпионат. И мы выиграли породу. Наверное, благодаря этому событию я поняла, что я на верном пути и занимаюсь действительно тем делом, которым должна заниматься. В течение 2017 года это был очень насыщенный год в плане выставок. Мы выставлялись достаточно много и участвовали практически во всех выставках в России, очень много выигрывали, и благодаря этому мы попали в рейтинг Best Russian Dog, который на тот момент это был первый год, когда проводился этот рейтинг, и мы стали его победителями. И в качестве победителей мы были отправлены на чемпионат Америки и Карибов, который проходил в Бразилии, то есть как представители России. Это было очень ответственное мероприятие, сложное, наверное, больше психологически, потому что разница континентов, разница менталитетов, разница подходов к груминге, к хендлингу. Я не знала, какого типа собаки там есть ли конкуренция, то есть это было сложно именно с точки зрения психологической, потому что на тебе ответственность, ты должен представить собаку в наиболее выгодном свете, максимально выгодном свете, потому что она представляет страну. И эмоционально было очень непросто подходить к этому, потому что ты попадаешь вообще кардинально в другую историю. Я очень рада, что мы смогли достойно представить Россию на чемпионате Америки и Карибов. Мы выиграли группу, мы были в расстановке в Western Show. Я считаю, что наша поездка была удачной, и мы достойно представили Россию на таком далеком для нас континенте. Так сложилось, что мне приходится совмещать все три качества, как заводчика, грумера и хендлера. Это скорее необходимость. Но в приоритете для меня всегда стоит заводчик, потому что вывести качественную собаку, да, которая способна выйти на любой чемпионат любого уровня и выиграть, это стоит в приоритете в моей работе, потому что все остальное, оно уже дополняет это. И работа именно над разведением, она является основной. Что касается груминга, то здесь приходит отличная русская пословица, которая объясняет все. Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. И именно эта пословица движет мной именно как грумером. То есть я в основном работаю со своими собаками в плане груминга, редко с клиентскими собаками, потому что, наверное, как заводчик я знаю анатомию своих собак лучше всего, и как грумер я могу подчеркнуть достоинства и скрыть какие-то недостатки. Поэтому, наверное, вот эти две
сказать, профессии дополняют друг друга. Что касается хендлинга, то тут скорее сложность в том, что порода имеет свои нюансы. И, конечно, у меня бывают моменты, когда я вынуждена доверить свою собаку хендлеру, но скорее я это сделаю сама, потому что я знаю тонкости психологии этой породы, есть нюансы в груминге, да, когда нужно не испортить прическу, то есть показать максимальный эффект на собаку. И опять же, как заводчик, я знаю все нюансы собаки, я могу, наверное, подобрать максимально эффектный хендлинг для конкретной собаки. Груминг настолько обширное поле для деятельности, особенно для творческих людей. Можно выбрать массу направлений, в которых развиваться. В моей жизни как грумера был салонный груминг, который дал мне основу, дал мне базу работы с ножницами, с инструментами и технику стрижки. Потом на смену салонному грумингу пришел выставочный груминг, который дает, наверное, максимальные возможности для творчества. Еще, наверное, такой момент, как конкурсы грумеров, в которых я тоже участвовала неоднократно, была победителем. Тоже очень интересная сфера, в которой можно развиваться. Сейчас, на данный момент, я получила новый для себя опыт не так давно. Это судейство грумерских конкурсов, которые открывают совершенно другие возможности. И для обучения в том числе, потому что любой конкурс, ты наблюдаешь работу грумеров и учишься у грумеров, находишь какие-то нюансы, которые были для тебя до этого неизвестны. И еще одно поле деятельности, которое наиболее интересно, это обучение. Да, последние годы я провожу очень много мастер-классов, не только в России, но и за рубежом, и в Европе, и в азиатских странах. Мои мастер-классы проходят на разных языках, у меня очень много студентов, и я обожаю эту сферу своей деятельности, потому что она открывает для меня новые возможности, новые горизонты. Я встречаюсь с новыми людьми, я учусь на этих мастер-классах также, потому что после мастер-классов есть так называемые воркшопы, где студенты отрабатывают технику, о которых я говорю, линии, балансы в стрижке. И я тоже учусь у них, потому что есть страны, в которых техника работы ножницами, например, азиатские страны, которые показывают высокий уровень работы с инструментом, которого не часто увидишь в Европе. И такие нюансы, они всегда полезны для любого грумера, даже какого-то топового, да, умение учиться и находить что-то интересное для себя, в том числе и в мастер-классах. Это очень важно. Также был опыт обучения на курсах студентов с нуля при работе с разными породами. Это тоже интересное направление, в котором я стараюсь развиваться, а в нынешних условиях пандемии мы осваиваем еще новые технологии онлайн-обучения, записи каких-то уроков, которые можно посмотреть и получить знания. Хороший вопрос. Нет, я не боюсь, я буду только рада, если общий уровень грумеров повысится, а также буду рада, если мои ученики составят мне достойную конкуренцию на выставках. Это поднимет общий уровень груминга, это станет настолько интересно, более профессионально, более зрелищно. И, наверное, я буду расстроена, если мои ученики
скажут, что потратили время зря. Поэтому нет, я не боюсь, я бы хотела, чтобы они максимально большое количество знаний получили от моих мастер-классов, индивидуальных уроков, курсов, и я буду только рада.